Важно отметить, в чем, собственно, эксклюзивность данного издания. Во-первых, и это сразу бросается в глаза, это русские обложки. То есть изначально те варианты, которые мне встречались на Авито, имели обложки, как у оригинала, с японскими надписями. Это не официальное издание, но выглядит оно очень хорошо. Здесь были исправлены многие, пусть и не все, скорее всего, ошибки или опечатки перевода, которые я заметил. И это вторая причина, почему оно настолько уникально. То есть, скорее всего, вы не заметите там каких-то серьезных опечаток. Однако я кое-что заметил, даже не распаковывая их. Но думаю, если вы будете заказывать, это будет уже исправлено. Так что давайте теперь посмотрим распаковку. Итак, сегодня у нас на канале необычный формат. Мы будем заниматься распаковкой. В данном случае мы распаковываем русское эксклюзивное издание Dosan Kagero, которое я получил только что из Барнаула. Сразу оговорюсь, у нас всего лишь один дубль. И, ух ты, как хорошо запаковано. Вообще, довольно тяжелая упаковка. И я не ожидал, что там еще внутри коробка есть. Это круто. Теперь понятно, что она такая тяжелая была. Сразу оговорюсь, это будет разочарование года. Потому что в какой-то момент распаковка остановится. Так, ну неожиданно. Ладно, распаковываем дальше. Мы не только распакуем, но и сравним с оригиналом. Так, продолжаю. Не знаю, у меня улыбка была до ушей, когда я ее получал. Был очень рад и в большом предвкушении. Поэтому хочу сразу поделиться с вами тем, что увижу. В конце вы узнаете, что будет... Ну, хотя, в принципе, наверное, вы уже догадываетесь, что будет с этим изданием. Примерно то же самое, что и с оригинальным. Но немножечко иначе. Так, запаковано очень качественно, хитро. Так, вот они. Каждый в своем отдельном блистере. Ну что, посчитаем? 14. Пока все идет по плану. Да, мне потом их придется снова запаковывать. Ну ничего, я с этим справлюсь. Так, ну вот, я уже вижу профиль. Вот они все 14 штук. Так, надо их как-то поставить. Вот, все прекрасно. Ну что, на этом бы у нас должна распаковка и закончиться. Но мы, естественно, посмотрим каждую обложечку. Даже отметка Jump Plus оригинального. Интересно, что будет на остальных. Подписи за то, за что мы боролись. Да, прям как в оригинале. Третий. Так, вы знаете, у нас 18 плюс канал. Они, ну, чуть более блеклые, чем у оригинала, я бы сказал. Но это мы сейчас сравним. У нас есть для этого. Но все равно довольно-таки неплохо и четкие. Так рад, что я смог найти и передать, и они выполнили вот эту вот часть, что каждая обложка является оригинальной, но при этом на русском языке. Отдельно отмечу, что они также читаются в обратную сторону. То есть справа налево, а не слева направо, как обычно. То есть вот здесь также находится переплет с правой стороны. Ну да, это замечательно. У меня такое ощущение, что с каждым разом качество все растет и растет. Да, надо было один том дополнительно заказать, чтобы я мог его все-таки распаковать и посмотреть, что там внутри. Так, также 5-й, ну это потрясающе. Вот обратные стороны я даже не ожидал увидеть, поэтому мне это очень приятно видеть. Ну, арка волейбола. По поводу арки волейбола будет у нас небольшая иллюстрация, небольшой коллаж. Я сейчас его готовлю, соответственно. 9-й том. Эх, Саюри. На кого тебя бросили, а на кого? А на кого мы узнаем в спешле, который сегодня продавали офлайн на выставке Комика 22.
Ну все, 11-й том. Приближаемся к финалу. Собственно. Да, замечательно. Вот он момент расставания. Тот момент, после которого манга перестала быть такой многообещающей и сконцентрировала свое внимание на отношениях Фуюки и Шики. Вот она, та беседка в парке. С каким трудом я ее искал. Но подписи замечательно сделаны. Все четко передано цвета, как у оригинала. И вот он, 13-й том, где просто снег плавился под ногами у них в Саппоро. Однако, потом миру явился 14-й том, где наши ожидания были разбиты. Надеюсь, ни для кого не было это спойлером. Итак, давайте сравним с оригиналом. У нас есть тут как раз 14-й том. Во-первых, по размеру он чуть меньше и он чуть тоньше, но дело в том, что 14-й том находится в фальш-обложке. То есть мы сейчас ее снимем. Ну, естественно, задняя часть, все это совпадает, без штрих-кодов. Все-таки это не оригинал, имейте в виду. Давайте освободим ее от фальш-обложки. Это специально более дорогое издание, видимо, потому что в Японии я купил два издания. То есть одно было подешевле, где-то 250 йен, и у него была обложка вот примерно как у этого. То есть он был даже без блистера. Мне специально пришлось упаковать в блистер, чтобы передать в отель Куроба. А вот это издание я купил чисто для себя, потому что мне было интересно узнать, действительно ли спешл глава 119.5, действительно ли она была в 14 томе. Поэтому уже после того, как я передал и не пролистал, и не проверил 14-й том в отель Куроба, мне пришлось в последний день в пребывании в Китаме найти именно это издание, 14-й том. Пришлось ехать опять, несколько магазинов, можно сказать, я снова объехал весь Китай вдоль и поперек, чтобы его найти. В итоге нашел в том же магазине, где наши герои общаются с Эрикой. Это что-то вроде 98 главы. Поправите, если что. Ну вот, собственно, давайте посмотрим, как она выглядит. Все четко. Все эти моменты чудесные, которые мы пережили. И вот это вот. Здесь есть Airfit метка, сразу скажу, чтобы никто не слямзил это себе. Вот. Нас отсылают, опять же, к первой главе, к первому тому, где такой фото делала Фуюки. Одним словом, пытаются завершить всеми силами эту мангу. И вот здесь уже начинается забег с тайм-скипами огромными. То есть годы жизни, все то, что можно было расписать еще на целую отдельную мангу, было пропущено автором. Здесь вкладка с рекламой других изданий Jump Plus. Здесь вы можете увидеть Дан-Дан и Кайдзю номер 8, как, можно сказать, топовые тайтлы, которые выпускает Jump Plus. Также есть Дни Сакамото. Тут еще что-то. Это я уже, простите, не смотрел. Вот и все. И свадьба в Саппоро, свадьба их дочери. Собственно, здесь нам все становится грустнее и тяжелее с каждой страницей. Особенно вот эта вот отсылка. Сейчас я вам ее покажу. Где она стоит боком и смотрит на него, как в первый день. Даже сейчас у меня от этого мурашки. То есть, как он ее встретил на остановке в Китаме. Также она смотрит на него в последней главе, посвященной свадьбе их дочери. И здесь, соответственно, мы вспоминаем самый яркий момент этой истории. Тут нас всех обуревает грусть, что это все заканчивается. И вроде бы конец, все закончилось для нас всех, но, к счастью, удалось найти эту последнюю главу, которой, собственно, не было. Этот спешл, который логически завершает историю и показывает нам, как, во-первых, он сделал ей предложение, а во-вторых, как она оказалась на этой остановке, где они встретились в первой главе. Соответственно, он ей сделал предложение. И тут задается вопросом, а как ты там оказалась-то вообще, подруга? Ты же живешь вообще в другой стране. Собственно, у меня тот же вопрос был. И она рассказывает, как они были у подруги, как они разговаривали на тему отношений, как она впервые задумалась об отношениях вообще. И дальше появился наш столичный ферзь,
И так они встретились. Кстати, отмечу, что они стоят на фоне сарайчика, которого в реальной жизни уже нет. То есть он там был, когда шел ремонт здания на заднем плане, но потом сарайчик убрали. Соответственно, если вы захотите, вы можете на Google картах увидеть его в момент старых съемок, однако в новых Google картах, которые отражают прошлый год, его уже нет. То есть он отсутствует. Ну и вот, момент встречи. И это прекрасное завершение, когда история, соответственно, зациклилась. То есть с чего она началась, тем она и закончилась. Дальше здесь следует поздравления об окончании манги от других авторов, которые в своей манере уже рисуют героев Дасан Кагиару. Это похоже на 5 невест, как вы понимаете. Очень похоже. Ну, по всей видимости, это автор 5 невест, собственно, его поздравил с окончанием манги. Вот такие дела. И все главы. Так что, я думаю, это даже более ценно. Этого вы не увидите в русском томе, скорее всего. То есть, оригинальный 14-й том прекрасен. Что с ними будет дальше? Они отправятся в Японию, как ни странно. Эта коллекция уедет самому главному фанату Дасан Кагиару. Потому что, только приехав в Россию, я понял, насколько тяжело ему было приобрести то, что он мне подарил. Хочется его очень сильно отблагодарить. Я надеюсь, они дойдут в целости и сохранности. На таможне никто их не изымет. Ни с нашей стороны, ни с их стороны. И он их получит. И только когда он их получит, когда они окажутся у него, я наконец вам покажу, что он мне подарил. Потому что до сих пор я не могу это распаковать, у меня просто рука не поднимается. Зная, с каким трудом он это получал. Ведь многие артефакты, которые есть в продаже по Дасан Кагиару, в реальности вы их не можете купить. Они продаются по лотерее. Тот мерч, который был у него, он не просто пришел в магазин и купил, он его, можно сказать, выиграл. То есть многократно участвуя в лотереях, он его получал раз за разом и с чем-то из них поделился. Я был потрясен, когда увидел это. Надеюсь, что если у нас все получится, и он получит вот эти вот тома на русском языке, я уже смогу спокойно это все распаковать, расставить, ну, покажусь вам, поделюсь этим с вами. Посмотрим. На этом все. Наше внезапное включение подошло к концу. Спасибо, что смотрели. Счастливых выходных. Отдельно отмечу очевидную, ну, по крайней мере для меня вещь, что это не является рекламой, потому что все это куплено за мои собственные средства, и никто не платил мне за это.